В третий день класса мы работали прямо под домом Коровина. У нас сейчас немного другой формат во времени, смещенный в сторону вечерних мотивов. Мы начинаем в 4 часа дня и заканчиваем около 9. Почему? Ну, во-первых, чтобы не работать в пекло, в жару. Во-вторых, мы цепляем два состояния. Когда солнце одаривает нас цветом, каким-то оранжеватым, и когда уже огни зажигаются, переходное состояние в вечернее. Вот это очень ценное. Зажигаются фонарики, каждый работает под фонарем. Главное, чтобы освещена была палитра и холст. Можно на лоб вешать, можно. У меня такая штанга, я прицепляю там, где зонтик. Вместо зонтика у меня, значит, фонарик. Вечером работать здорово. Все наоборот. Деревья освещенные становятся светлее, чем там задний план, чем море, небо. И эта непривычность воспитывает глаз, воспитывает точное видение тональных отношений. Ну и отношения тонкие, когда отношения тонкие в тоне работать очень сложно. Как это все собрать? Гениально. Воспитывается глаз. Глаз начинает замечать тончайшие различия. Это очень важно. Юлия Богданович не согласна, что художник неуч не может быть успешным. Вообще меня это бесит. Всегда сравнение уч или неуч напоминает деление на касты. Обычные художники иногда такую хрень пишут. Хоть стой, хоть падай. А картины, они для потребителей, в кавычках, как говорится, каждому свое. Художник — это стиль, глаза, эмоция. Ну да, не поспоришь. И Олег Михеев. Как-то меня пригласили на вернисаж одной богатой арабки. Сказали, что очередь стоит за ее работами. Представьте, одинаковые кривоватые портреты одинаковых людей, кисти рук, которых либо обрезались нижним краем холста, либо заложены за спину. Попытки изобразить цилиндрические объекты упирались в понятие эллипс. В общем, и так далее. Совершенно не пахло никакой художественной школой или базовыми уроками. Но она сняла галерею, заказала статьи, наняла пиарщиков. Сейчас академическая школа считается сложной и, главное, долгой. Агрессивный дилетантизм удобнее. Конечно, удобнее. Более того, все воспринимают, что художник видит как-то особенно мир, он может изобразить то, что другим не подвластно, и это притягивает. Создается аура такой многозначительности, недостижимости. Творческий гений, у него всегда какие-то подтексты. Мы даже не успеваем улавливать всю полноту того, что он несет в мир. Друзья, время рассудит. Есть такие произведения, согласитесь, повесив которые дома, мы можем просто от них заболеть. Но ведь это энергия человека, прежде всего. Есть люди, которые считывают состояние художника, когда он пишет то или иное полотно. И даже работа, казалось бы, великолепная, а от нее вот нехорошо на душе. Люди болеют, умирают, может быть, даже не поняв от чего. Это же энергия, которая впускается в дом. На тонком уровне это же ретранслятор, как репродуктор, который кричит все время дома. Показывает какой-то внутренний хаос, жуть какую-то, которая у него творится в душе. Художник, и он выплеснул, считает, что это вот так должно быть, пусть это все видят. Покупатели покупают, зачастую не понимая всей трагедии, глубины ужаса, который их ждет впереди. Хорошо, скажете, может быть, что я преувеличиваю, но согласитесь, хорошо, картину опустим в сторону. Человек, который вдруг заходит в дом, и с ним либо хорошо и расслаблено, либо хочется бежать и думать, зачем я его пригласил. А раз так может быть с человеком, разве не так с картиной? Тем более, которая запечатлена, и она висит, твою мать, и излучает
Ну и, конечно, все мы с вами хорошо понимаем, что неумение рисовать, непонимание композиции, отсутствие понимания живописи как таковой подменяется глубокомыслием и каким-то таким новизной, новаторством в искусстве. Поставил унитаз на выставку, писсуар, и это уже арт-объект. Несколько миллионов долларов. Ничего, кроме бизнеса. Но скажите мне, вы доверились бы неучу, я не знаю, хирургу, или вы все-таки доверили бы свое тело профессионалу, который разбирается в этом внутри? Сара, Казань. Как находить то место, которое хочешь написать? Была 2 месяца в Сочи, очень впечатлилась там морпортом, приехала домой в Казань, собралась попленерить в речь-порту. Одно разочарование от увиденного. Как вы находите такие красивые места? Ведь это тоже зависит от этого будущей картины. Ну, конечно, естественно, зависит. Просто нужно, раскрыв глаза, везде смотреть, зырить. И, кстати, больше фотографировать. Ходить с фотоаппаратом, искать. Это не просто фотографирование сюжета. Ой, какая прелесть. Нет, это поиск композиции за счет кадрирования, за счет зума, ближе дальше, что входит в кадр. Снизу чуть-чуть, вертикально, горизонтально, фрагментарно. Мы ходим, мы путешествуем, мы смотрим на мир глазами фотографа как художника, который впечатлен увиденным. И он из этого извлекает музыку сюжета, композиции. Мы же понимаем, что 2 фотографа пошли, рядом идут и снимают. У одного шедевра, у другого нет. Сюжеты одни и те же. Вот как человек мыслит, как он из этого извлекает композицию, что у него в мозгах вообще, вот картинка какая. Когда мы кадрируем пространство, мы смотрим с позиции неодинаковости. Это главный инструмент в композиции. Все не одинаково. Об этом у меня снят 1:40, по-моему, материал. Это 13-й урок. Те, кто не видел этот урок, прям очень рекомендую, сильно, потому что, может быть, это поможет мыслить как композитор, композиционно, извлекать из сюжета обычного музыку, тогда не будет вопросов. Художник, композитор из любого сюжета, из любой обычной ситуации может написать шедевр, использовать ее, ведь есть мышление, оно другое. Короче говоря, посмотрите, пожалуйста, этот 13-й урок Сара, Казань. Я думаю, это будет очень полезно. 13-й урок о композиции в живописи, в пейзаже. Как мыслить творчески, как из любого мотива, мы смотрим кругом, извлекать особенное, будоражащее душу. На многочисленных примерах моих работ я показываю разные мотивы, из которых извлечена эссенция моего впечатления, моих ощущений. Это очень важный урок для тех, кто хочет научиться мыслить творчески, замечать в простом величественность нашей природы. И самое главное, преобразовывать ее, используя законы композиции и нарушая их. 13-й урок «Композиция в пейзаже».